Пешеходный переход, чего на нем припарковались? Здесь очень много людей ходит. Мы предлагаем обустроить спуски к воде, которых сейчас нет. Контакт с водой – это вообще святое. Здесь должно появиться классное общественное пространство. Вместо огромной парковки, вместо этого асфальтового поля разбить яблоневый сад. Когда-нибудь здесь поедет современный, хороший скоростной трамвай. Сейчас там сидят единороссы и другие представители власти, которым просто на все пофиг. Чтобы в городе начались изменения, вы должны стать депутатом. Привет, мы снова в Петербурге, и приехали мы сюда, чтобы рассказать, как сделать этот город по-настоящему удобным для жителей многочисленных туристов. Я много раз говорил, что Петербург один из самых крутых городов Европы, уж точно лучший город России. Здесь сохранилась целостная историческая ткань, один из самых очень интересных городов. И сегодня его проблема не в том, что плохо убирают снег или сосульки, а то, что городские власти совершенно неправильно расставляют приоритеты развития. Вот мы сейчас вышли с Московского вокзала, и такое ощущение, что перенеслись на машине времени в 90-е годы. Здесь куча каких-то попрошаек, алкашей, что-то со всех сторон тебя цепляют, какая-то реклама, кто-то что-то кричит, машины все заставлено парковками. Еще раз, это главный и самый красивый город России. Представьте, что из Эрмитажа сделают свинарник, и по залам будут прогуливаться свиньи, скотники в грязных сапогах, а посетитель будет через все это пробираться, чтобы посмотреть на картины Рембрандта и Матисса. И проблема не в том, что нужно говно за свиньями убирать, конечно, это нужно делать. Проблема в том, что нужно из Эрмитажа убрать свинарник. Главное отличие Петербурга от других прекрасных европейских городов не в том, что есть какая-то плохая архитектура, не на что посмотреть или какие-то неправильные жители, с этим как раз здесь все замечательно, а в том, что городские власти не знают основных принципов, как сделать город удобным для людей. Сегодня мы на конкретных примерах посмотрим, как можно улучшить Петербург, как работают эти принципы и что нужно делать. Итак, принципы, как сделать город удобным для людей. Первый принцип – это то, что улицы должны быть живыми. Улица – это то место, где человек проводит значительную часть своего времени. Улица должна быть безопасной, и, понятно, быть приятно гулять, она должна быть соразмерна человеку. И в этом плане, конечно, Петербургу повезло. Здесь очень много, застройка достаточно плотная, улицы узкие, тут приятно ходить, есть на что посмотреть. Но удивительно, что даже в Петербурге, даже в прекрасном историческом Петербурге можно встретить широченные проспекты, магистрали. Здесь хорошо видно, как с такой узкой, приятной улочки мы вдруг выходим внезапно на широченную трассу. Находиться здесь совершенно некомфортно, и проблема здесь не только в том, что есть от этого проспекта постоянный шум, грязь, пыль, а в том, что такие проспекты широкие, они разрушают пешеходную связность. Типичный маршрут, их сложно перейти, вдоль них некомфортно гулять, и все это в центре Петербурга. И с этими проспектами нужно, конечно же, бороться. В центре города такого быть не должно. Их нужно сужать, вдоль них нужно высаживать деревья, делать шире тротуар, здесь нужно успокаивать трафик. Потому что вот мы сейчас здесь стоим, и даже тяжело друг с другом разговаривать из-за вот этого постоянного шума и пыли. А если мы сейчас захотим здесь погулять, мы столкнемся с проблемой, что очень сложно будет его перейти. Пешеходная связность – это второй базовый принцип устройства городов, удобных для людей. Кстати, если вы обратите внимание на все эти проспекты, то можно увидеть, что эффективно, если использовать только одна полоса движения. Потому что вот здесь две запаркованные, едут только по одной полосе машины. И можно представить, что если мы этот проспект сузим, то с транспортом ничего не случится. Потому что обычно автомобилисты начинают возмущаться, как же так, как здесь все это сузит. На самом деле, если сузить, даже лучше будет, потому что ситуация станет предсказуемее. Сейчас поток формируется, исходя из того, что это широкий проспект, где 2-3 полосы. Если здесь сделать понятную систему с одной или двумя полосами проезда, даже с одной, то движение здесь будет более спокойное и меньше будет пробок, потому что люди будут заранее знать, что ожидать от этого места. И не будет сюрприза, что ой, мы приехали, а здесь невозможно проехать. Это очень наглядный пример несправедливого распределения площади в городе, да, когда пешеходам остается вот буквально там метр-полтора, и они ютятся и не могут комфортно ходить, а широченная дорога, которая вообще никак не используется, а точнее здесь полдороги используется просто под парковку, чтобы в два ряда стоят машины. Мы сейчас с вами вышли на набережную Фонтанки, но не можем попасть к воде, непосредственно на набережную. Вообще очень странное место. Казалось бы,
самое вообще ценное, что есть в городе, это вода. Умудриться сделать такое супер место, которое просто было создано для прогулок, сделать его таким некомфортным и опасным, это нужно было постараться, но Петербургу удалось. Люди просто дожидаются, пока нет машины, перебегают дорогу в неположенном месте, потому что найти здесь переход, чтобы легально подойти к воде, просто невозможно или надо очень долго до него идти. Нет ни одной причины, чтобы так было. Здесь просто нужно сделать удобное, комфортное пространство, и чтобы люди нормально гуляли вдоль речки. Еще один важный момент. Нужно понимать, что человек в основном смотрит либо вниз, либо смотрит перед собой, и контактирует он примерно там метр-два фасада. Да? Все остальное человек не замечает. Поэтому очень важно, как у нас выглядит город, как оформляются фасады, потому что нам кажется, Петербург такой очень красивый, а когда мы реально идем вдоль этих всех домов, мы кроме рекламного мусора, какой-то нелепых витрин, самостроя, таких глухих металлических дверей не видим вообще ничего. И это тоже влияет на ощущение города и на желание пойти по этому городу гулять. Классная, привлекательная, отличная набережная, очень плохо обустроена, и поэтому на ней неудобно. Людям приходится, если они идут вдоль набережной, буквой «П» переходить 3 перехода, чтобы продолжить движение. 10, 15, 20 припаркованных автомобилей портят здесь все пространство. Если мы хотим, чтобы люди по городу перемещались пешком и на общественном транспорте, нам обязательно нужна качественная пешеходная инфраструктура. Если ее нету, люди предпочитают перемещаться на автомобиле, и возникают пробки, город становится неудобным. Качественная пешеходная инфраструктура – это в первую очередь связанность. То есть люди должны идти прямо, без препятствий, им должно быть комфортно и удобно. Городские проекты предлагают переустроить сквер Земцова так, чтобы он стал удобным для людей. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошее место, где видно, как неправильно в городе сейчас расставлены приоритеты. Казалось бы, да, сделали какой-то водопадик, сделали какое-то место, где, казалось бы, должно быть приятно рядом с ним находиться, но тут сразу же воткнули рекламный щит, чтобы можно было срубить бабла с этого пятачка. Там все заставлено машинами, сюда невозможно подойти, и здесь, конечно, совершенно неприятно находиться. Здесь нужно понимать, что вот эти вот 25 человек, которые сбросили свои машины, они, скорее всего, это бросили их на целый день, потому что парковка здесь бесплатная, и можно посмотреть на оборачиваемость этих мест, я уверен, она очень низкая, потому что машины здесь стоят долго, а некоторые бросают даже на несколько дней. В результате, вместо того, чтобы сотни людей каждый день использовали это место для отдыха, для того, чтобы здесь как-то приятно проводить время, это место просто как такая зона отчуждения, где не происходит вообще ничего, где неприятно находиться, когда люди просто пробегают, и это такие вот мертвые пятна на теле города. При этом видно, что запрос у людей на местах для отдыха, на каких-то скверах, на общественных пространствах, он просто огромный, особенно в Петербурге, где этого практически нету, и люди готовы сидеть даже вот между машинами, но это такой отдых от безысходности. То есть появись здесь хорошее общественное пространство, здесь будет гораздо больше людей, сотни петербуржцев и туристов, они смогут этим местом пользоваться. А сейчас это просто как склад металлолома, многие машины здесь, судя по всему, вообще брошены, некоторые приезжают и бросают на целый день, место совершенно никак не используется. Вот как городские проекты совместно с петербургскими архитекторами предлагают переделать это место. Для людей совершенно ничего не сделано. То есть есть несколько тротуаров, которые настолько плохо выглядят, что они могут служить только транзитом, чтобы быстрее с этого места убежать. Все остальное отдано под какую-то парковку. Полностью все вот это место и весь этот перекресток, они отданы автомобилям. В такой системе, конечно, когда автомобиль в приоритете, люди не гуляют, люди при первой возможности машину покупают, и город провоцирует автомобилизацию, что приводит ко всем негативным последствиям, которые уже много с вами обсуждали. Вот еще одно место, где могло быть классное общественное пространство, но здесь решили сделать парковку. То есть несколько десятков человек занимают все место перед цирком, лишая сотен других людей возможности отдыха, возможности любоваться городом, наслаждаться его видами. Обратите внимание, насколько загрязнено визуальное пространство, причем совершенно непонятно зачем. Эти вот адские знаки переходов дальше, провода, большинство из которых ни зачем не нужны. Необходимые здесь провода — это только трамвайные и троллейбусные, если есть. По-моему, здесь троллейбус не ходит, значит трамвайные. То есть это провода, которые необходимы для электрического транспорта, чтобы воздух был чистый. Остальные провода, их легко можно убрать под землю, но смотрите, сколько проводов, сколько знаков. И, конечно, это парковка, которая прекрасное здание цирка, которое просто это место могло бы быть украшением. Тут люди проводили бы время, и сам цирк бы от этого развивался. Людям было бы приятнее и обратили бы на него внимание. Насколько все это здесь запущено и испорчено. Это, вот мы это называем урбанистическое изнасилование.
Вот такие надписи часто можно увидеть на автомобилях, и люди благодарят своих предков, благодарят там ветеранов, но совершенно другой подход в городе и в городской среде, потому что именно старики, именно дети, именно там часто женщины, такие вот самые социально незащищенные слои населения, они не могут себе просто физически позволить передвигаться на автомобиле. Кто-то в силу возраста, кто-то в силу достатка, и они вынуждены оказываться в этой агрессивной и опасной среде. Поэтому вот эта вот надпись, она выглядит очень так издевательски, где даже была карикатура, да, дай деду пройти по тротуару. Агрессивные города, опасные для пожилых людей, это огромная наша проблема, и мы должны не такими надписями уважать и чтить наше пожилое поколение, а качественными городами, где им удобно было бы и приятно жить. Вот пример, то есть тысячи людей идут по улице, и здесь на пешеходном переходе припарковалось сразу две машины, в одной из них сидит водитель, сейчас мы у него поинтересуемся. Здрасте. Видите, а вот тут пешеходный переход, чего на нем припарковались? Здесь очень много людей ходит. Сейчас отъеду. Едете, да? Уехал, правда. Сейчас он там, наверное, вторым рядом стоит, сейчас посмотрим. Но, конечно, такие вещи не вручную надо чинить. Здесь просто должно быть так устроено, чтобы машины либо не парковались, либо если паркуются, чтобы их сразу штрафовали, чтобы в голову никому не приходило, как сейчас в Москве происходит. Мы сейчас находимся на улице Рубинштейна, это главная барная улица Петербурга, и по ней совершенно некомфортно ходить. Она вся заставлена машинами, машины паркуются прям буквально на тротуаре, ее сложно переходить. Кроме того, вот летом, когда кафе еще делают все летние веранды, тротуар сужается просто до каких-то минимальных размеров, и по главной улице невозможно нормально ходить. Самое обидное, что исправить это супер просто. То есть достаточно позвать архитектора довольно обычного, который бы занялся этим пространством, и просто послушать, что он скажет, и сделать это. Но городским властям настолько на это все наплевать, что архитектор, похоже, не касался этого места десятки лет. И оно развивается просто спонтанно и стихийно. Друзья, еще раз, это главная барная улица Петербурга. Посмотрите, даже мы не можем нормально здесь дорогу перейти. Чем лучше пешеходная связность, чем чаще горожане выбирают прогулку по городу вместо того, чтобы ехать на общественном транспорте или личном автомобиле. В конечном итоге это помогает развиваться коммерции на первых этажах, потому что люди, которые гуляют, они чаще принимают спонтанные решения. Зайти в магазин, в музей, посидеть в кафе. Кроме того, когда много людей на улице, повышается уровень безопасности, потому что на улице, где много свидетелей, много людей, меньше вероятности, что с вами случится какой-нибудь неприятный инцидент. В конечном итоге от этого выигрывает город. Город начинает зарабатывать и развивается экономика. В штабе преображения Петербурга мы разработали проект, как это место могло бы выглядеть. Полностью проект вы найдете по ссылке в описании, а сейчас посмотрите, что здесь может быть. Петербургские архитекторы в рамках проекта горпроекта по Санкт-Петербургу сделали проект преображения улицы Рубинштейна, чтобы здесь стало удобно ходить, чтобы здесь вообще было хорошо людям, а это не использовалось под парковку там, для нескольких десятков автомобилей. Один из интересных моментов в этом проекте был связан вот с этим театром, рядом с которым мы сейчас идем. Он здесь, в этом месте, постоянно держит фуру, в которой хранит реквизит, костюмы и всякое прочее. Мы посчитали, что чем требовать убрать эту фуру, лучше просто предложить театру сделать такую визитную карточку этого вот себя и разместить здесь костюмы, и, может быть, вешать какие-то афиши, чтобы люди просто больше привлекали внимание к тому, что здесь есть театр, и у них лучше продавались билеты. Один из примеров главной урбанистической глупости и градостроительной глупости – это ликвидация в городе трамвая. Макс, давай поздороваемся, и ты продолжишь свой репортаж. Почему трамвай важен? Потому что это эффективный вид транспорта. С точки зрения затрат площади не очень много, площади требуется, чтобы перевезти людей. Он комфортный, люди любят на нем ездить, это приятнее, чем автобус, он чище. Их можно сцепить и сделать длинный трамвай, выделенную полосу ему легко сделать, чтобы он быстро ездил. То есть его легко превратить в качественный, быстрый способ перемещения по городу. Вместо этого во многих российских городах, и особенно в Петербурге, ликвидируют трамвайную сеть. И вот Литейный проспект потерял трамвай, хотя остались рельсы, провода. Даже они идут по Литейному мосту, рельсы на мосту, трамвайные рельсы, это особенно ценно. До конца 90-х в Петербурге была самая большая трамвайная сеть в мире, и трамвай был главным транспортом в Петербурге. После этого трамвай начал приходить в упадок, количество путей сокращалось, и к 2008 году осталось только треть того, что было в 90-х. Вот. И, в принципе, вот то, что мы здесь сейчас видим, это такой вот результат упадка общественного транспорта. Все это привело к тому, что вот мы сейчас видим такую историю, что нормально общественным транспортом пользоваться нельзя. И, естественно, это вынуждает людей при первой же возможности пересаживаться на автомобиль. Вот. Это ситуация для города очень опасная, потому что, как мы знаем, сделать город удобным для автомобиля невозможно, чтобы все передвигались на автомобиле нельзя. Но
город выбрал путь автомобилизации, много денег инвестирует в строительство там новых дорог, расширение этих дорог. И всеми способами город как показывает своими решениями, чиновники показывают, что автомобиль в городе главный. Вот. В том числе и такие вот пробки, которые вот сейчас вечером образуются, например, на входе в метро. Естественно, люди в этой очереди сейчас стоят и думают, как бы нам скорее купить машину. Я уверен, сейчас половину на смартфонах смотрят покупка машины в кредит или что-то такое. Поговорим о правильных приоритетах в городе. В первую очередь это пешеход, потом велосипедист, потом общественный транспорт, потом движущийся автомобиль, потом автомобиль припаркованный. Но многие десятилетия наши города создавались исключительно для автомобилистов. В первую очередь строились дороги, парковки, а то, как будут по городу перемещаться люди или велосипедисты, и тем более общественный транспорт, никто не думал. Да, кстати, вот показательная история, потому что мы стоим с вами в центре Петербурга, и мне очень сложно даже здесь говорить. Именно поэтому сейчас очень важно эти приоритеты менять, в том числе и развивать общественный транспорт. В штабе преображения Петербурга создали концепцию развития трамвайной сети, которая была утрачена в нулевые годы и которую обязательно нужно восстанавливать. Опять же, это только концепция, потому что проект сложный, и там уже точный проект может получиться после детальных исследований. Мы предлагаем лишь концепцию. Изменить приоритеты нужно не силой, да, не то, что мы сейчас всех запретим использовать автомобили, уберем все парковки и делайте, что хотите, а именно предоставив людям альтернативу, чтобы человек всегда мог выбрать альтернативу, поехать на личном автомобиле или на комфортном, удобном общественном транспорте, чтобы, заходя в метро, на трамвай, человек не испытывал боли и унижения. Вот то, что мы сейчас видим, когда человек просто не может даже в метро войти, да, это совершенно ненормальная ситуация. Людям нужна хорошая, качественная альтернатива. И именно трамвай для Петербурга может стать той альтернативой. Поэтому в штабе преображения Петербурга мы разработали концепцию развития трамвайной сети, в том числе на этом месте Лиговский проспект. Когда-нибудь здесь поедет современный, хороший, скоростной трамвай. Нормальный, качественный, безопасный общественный транспорт – это залог многих городских реформ, потому что как только люди увидят альтернативу, да, можно, например, нормально бороться с пробками, чего нельзя делать, когда у тебя нет общественного транспорта. Можно говорить там, о общественных пространствах, пешеходной инфраструктуре, можно говорить про экологию, но все это упирается в нормальный, экологичный, современный общественный транспорт, которого сейчас в Петербурге просто нет. Качественные общественные пространства – это четвертый важный принцип развития городов, удобных для жизни. Основная функция общественного пространства, чтобы люди смогли собираться, общаться. Это очень важно в современном городе, потому что очень большая конкуренция. Сегодня за жителя городу приходится конкурировать с кафе, ресторанами, торговыми центрами, потому что те хотят заманить людей себе, а городу важно, чтобы люди начали гулять. Я уже объяснял, почему город становится более безопасным, у вас развивается малый бизнес, это положительно влияет на экономику города, в том числе это привлекает в город людей, которые едут как туристы, которые едут сюда работать, потому что люди хотят жить и работать в комфортных городах. А Петербургу очень повезло, и, наверное, повезло даже больше, чем многим европейским городам, потому что в Петербурге есть огромное количество мест с потенциалом, хорошим потенциалом развития. Ну, что мы видим, друзья? Смотрите, мы сейчас пришли с вами, наверное, к одному из главных памятников, достопримечательностей Петербурга. Это Казанский собор. И огромная площадь, 7000 квадратных метров. Вместо того, чтобы здесь было классное общественное пространство, которое просто напрашивается, здесь опять огромная парковка, которая используется там несколькими десятками автомобилей. И опять зона отчуждения, больше здесь ничего не происходит. Смотрите, что мы предлагаем. Авторы проекта – петербургское архитектурное бюро «Папа Урбан». Вместо огромной парковки, вместо этого асфальтового поля разбить яблоневый сад, который весной станет еще одной классной точкой притяжения для жителей, еще одной достопримечательности, когда эти яблони будут цвести. Не нужно переживать, что потребуется много времени, пока деревья вырастут, потому что сегодня в питомниках уже взрослые деревья, и можно спокойно купить взрослые деревья, высадить их, и у вас уже на следующий год общественное пространство будет выглядеть завершенным и радовать глаз жителей. На этом месте в первую очередь мы предлагаем сделать доступ к воде, чтобы можно было спуститься, чтобы можно было к воде подойти. Сейчас в Петербурге очень сложно это сделать. И второй важный момент – организовать небольшую ярмарочную площадь, потому что есть необходимость для уличной торговли, особенно летом, когда много туристов. Это и экскурсии, которые здесь проводят, и какое-то мороженое, еще что-то. Но места никак не оборудованы, они сейчас все очень хаотичны. Каждый владелец этой точки сам что-то придумывает. Это выглядит очень неряшливо, совершенно не вписывается в исторический облик Петербурга, поэтому городу в том числе важно предоставить места, которые будут как-то упорядочены, которые не будут мешать наслаждаться всей этой красотой, а людям будет комфортно заниматься своей
своей работы, не будут тарахтеть эти генераторы, и всем будет удобно и красиво. Одно из самых удивительных и ужасных мест Петербурга — это Конюшенная площадь. Она находится, опять же, в самом центре, недалеко Русский музей, Эрмитаж. И что мы здесь видим? Мы здесь видим не классное общественное пространство, которое здесь просто должно быть, а мы здесь видим парковку. Здесь примерно 300 машин стоит. Здесь отвратительный запах, потому что здесь все, извините меня, загажено. Здесь валяется какой-то мусор. Это просто как зона отчуждения. Да? Вот если мы сейчас посмотрим сверху на это место, то это такие просто черные пятна на теле Петербурга, которые не используются или используются совершенно неэффективно. 30 человек здесь бросают свои машины, вместо того, чтобы здесь было крутое общественное пространство. Городский проект совместно с петербургскими архитекторами предлагают сделать здесь хорошее общественное пространство. При этом оно может быть все сезоны. То есть зимой здесь может устраиваться каток, здесь должна быть хорошая детская площадка, лавочки, здесь можно высадить деревья. И это могло быть классное место, где люди могут проводить время, а не вот это вот пустое асфальтовое поле, где хранится 300 машин. Таких мест в городе много. Вот мы сейчас ходили, обращали внимание еще на другие подобные площади перед какими-то объектами. Все к ним привыкли, и кажется, ну, что это так уже должно быть. Они как-то примелькались, никто на это не обращает внимания. Именно поэтому важно идти в муниципальные депутаты, потому что ваш голос будет слышен, и можно оказывать реально давление на городские власти, чтобы они начинали с этим что-то делать и приводить такие места в порядок. В этом году, в сентябре, состоятся в Петербурге муниципальные выборы. Избирается 1500 депутатов. Сейчас там сидят единороссы и другие представители власти, которым просто на все пофиг. Им пофиг на то, как развивается город, они не хотят никаких перемен, они хотят только поднимать руку, чтобы ничего не менялось так, как им скажут. Должны избраться вы, чтобы в городе начались изменения, вы должны стать депутатом. Деревья, отсутствие скамеек, неудобства для пожилых людей, некачественный трамвай. Вы все это можете изменить, если станете депутатом. Потому что вы станете голосом петербуржцев, вы станете официальным представителем жителей. Возможно, у вас не будет много полномочий, но ваш голос будет усилен, и в коалиции с другими депутатами и адекватными политическими силами города вы сможете добиваться изменений. Регистрируйтесь кандидатом в муниципальные депутаты на нашем с Ильей сайте spb.cityforpeople.ru, ссылка в описании. Я руковожу штабом партии «Яблоко» в Петербурге, и мы вместе проведем такую кампанию, чтобы вы стали депутатом, и потом мы добились всех этих перемен. Здесь совершенно точно напрашивается хорошее общественное пространство, которое круглый год будет использоваться вместо вот этой вот парковки. И здесь могла бы стать такая точка притяжения, как раз где люди могли бы собираться, там проводить время, отдыхать между посещением каких-то достопримечательностей, потому что это место в том числе находится на пересечении всех туристических маршрутов. Еще одна большая проблема — это пешеходные переходы. То есть в Петербурге много мест, где просто невозможно перейти дорогу или там до пешеходных переходов очень далеко. Вот мы здесь стоим. Здесь большой жилой район, у вас здесь река, на которую люди выходят отдыхать, гулять с детьми, а перехода нет. И при этом в таком очень опасном месте на повороте. И вот такая вот непродуманная городская среда, она как раз провоцирует людей нарушать. У нас принято обвинить человека, да, то, что вот он сам дурак, надо было идти до перехода. Но мы не учитываем, что многим людям это тяжело физически. Особенно там пожилым людям, которым пройти там лишние 500 метров, там 200 до перехода, потом вернуться, это просто физически им невозможно, сложно. И как раз очень часто можно наблюдать, как именно пожилые, там, больные люди нарушают правила, или дети, да, которые просто ленивые. Вот. И мы подвергаем опасности, опять же, таких самых незащищенных жителей города, как раз вот проектируя неграмотно городскую среду, как здесь. Или вот еще одно место, это набережная реки Смоленки, где тоже приоритет у автомобилей. Потрясающее место, такой уголок дикой природы в городе, но, к сожалению, к реке нельзя нормально спуститься, здесь нету пешеходной дороги, то есть люди что-то себе вытоптали, какую-то тропинку, а все место, где могла бы быть как-то обустроены дорожки или набережная, она дана под парковку и под дорогу. И вот посмотрите, что мы предлагаем с этим местом сделать. Мы предлагаем эту дорогу вообще для автомобилей закрыть, потому что, по сути, она сейчас не используется. Здесь очень редко проезжают машины, они толкаются из-за того, что дорога запаркована, она очень узкая. И, в принципе, здесь есть параллельный проезд, и дорогу можно было отсюда отвести, а здесь как раз организовать хорошую велодорожку, сделать удобный тротуар, чтобы людям было удобно ходить. Ну и, конечно, обустроить берег, сделать пешеходный мост. Здесь можно серию мостов сделать. Это поможет связать вот два берега для людей, и тогда была бы классная прогулочная зона. И, конечно же, мы предлагаем обустроить спуски к воде, которых сейчас нету, а еще раз, это очень важно, контакт с водой, это вообще святое, об этом мало кто думает, но возможность человеку спуститься к воде, там, не знаю, ее потрогать, помочить там ножки, чтобы все это было безопасно, это очень важно, и мы уделяем в наших проектах этому много внимания. Это набережная канала Грибоедова. Вообще людей всегда тянет к воде.
в городах вода – это всегда точка притяжения, где людям хочется проводить время, потому что приятно посидеть вечером или утром, и пробежка, и всякое прочее такое. Люди любят вдоль воды этим заниматься. В Петербурге 94 водоема, но почти все они находятся в совершенно запущенном состоянии, и не оборудовано ничего, чтобы здесь люди могли проводить время, и, конечно, совсем никак не оборудованы спуски к воде. В рамках нашей кампании штаба преображения Петербурга мы предлагаем изменить многие пространства около воды, в том числе вот это место на канале Грибоедова. Здесь должно появиться классное общественное пространство, где разным людям будет иметься возможность проводить время, деревья, детская площадка, спортивная площадка. Сейчас здесь просто пустырь с мусором, который, конечно, надо менять. С той стороны раньше были большие классные деревья. Вот если посмотреть фотографию прошлых лет, там были вот эти вот деревья. Но их просто взяли и спилили. Теперь их там нету. Город теряет деревья с большой очень скоростью. Нужно, конечно, прекратить пилить деревья и восстанавливать то, что было, привозя сюда крупномеры из питомников и высаживая их, следя за тем, чтобы они прижились. Привет, меня зовут Женя. Я решила выдвинуться в муниципальные депутаты в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове, в 7-м округе. Я решила это сделать, потому что мне хочется, чтобы Петербург был самым лучшим городом, хотя он такой и есть, но хочется, чтобы в нем было жить гораздо комфортнее, чем сейчас, чтобы не было такого адского количества автомобилей, чтобы было безопасно ходить по улицам, чтобы было комфортно. И я прожила 1,5 года в Москве, и я увидела, что в Москве что-то происходит, что-то меняется, а в Петербурге как будто бы время остановилось, и хочется тоже развития, хорошего и комфортной жизни для себя и своих друзей. Частая проблема Петербурга, кроме того, что деревья просто вырубают, иногда делают кронирование. То есть вот берут дерево и оставляют просто один ствол, и нету зелени. Это ужасно, потому что, конечно, и грязнее воздух, и менее благовидный вид, так как нет дерева. И это часто делают, потому что боятся ответственности, что какая-то ветка отломится и упадет, или что-то такое произойдет, и властям проще просто вот оставить вот такую вот штуку, нежели нормально заняться вот деревом. Почему важно создавать общественные пространства для всех социальных групп? Потому что социальное разнообразие – это 5-й принцип развития удобных городов. Если мы с вами посмотрим на дворы, то как сейчас делаются дворы, какие-то вот зоны для жителей, то, скорее всего, мы увидим, что заботятся только о детях, при этом там детях такого дошкольного возраста ставят вот примитивную площадку для галочки и все, и больше ничего не делают. Это плохо, потому что хорошее общественное пространство, в том числе и во дворе, оно должно быть интересно всем жителям, всех возрастов, разных социальных групп. Нельзя ограничиться просто детской площадкой. И даже мы говорим про детскую площадку, она должна быть разнообразной, это пространство должно быть сложным, чтобы оно было интересно всем. Есть хороший критерий, да, что если детская площадка, она интересна вам, как взрослому человеку, значит, она будет интересна и детям. У нас такое редко можно встретить. Наверное, в Питере есть такой самый удачный пример, который петербуржцы хорошо знают. Это Новая Голландия, где на частные деньги сделали офигенное общественное пространство. Там найдут, чем им заняться все. Если мы посмотрим с вами вот на этот сквер, да, то здесь, кроме как сюда прийти с маленьким ребенком, делать больше нечего. Вот это общественное пространство, его сделали вот исключительно здесь 90% пользователей, это люди с маленькими детьми, которые сюда просто пришли, им пойти больше некуда, вот они здесь с колясками и гуляют. Хотя потенциально пользователей здесь гораздо больше, просто для них здесь ничего не предусмотрено. В плане социального разнообразия Петербург перегнал Москву, если мы говорим про центр, потому что в парадной дома могут жить и студенты, и бизнесмены, и пенсионеры. Это, кстати, делает городскую среду очень разнообразной, потому что под разных людей работает там разный бизнес, и получается комфортная и разнообразная городская среда. Чего не скажешь об общественных пространствах. Важная часть городской инфраструктуры, про которую люди не понимают вообще, зачем она нужна, это скамейка. Вот сзади можно посмотреть, правда, это немножко не такие, о которых я говорю. Скамейка – это социальная инфраструктура. Пожилые люди, им тяжело ходить по улицам, когда негде присесть отдохнуть. Им тяжело ходить в магазин, если с сумками нельзя сделать перерыв и передохнуть. И когда нету скамеек, люди просто отказываются ходить по улице, они сидят дома. Люди старше 70 лет в России часто вообще годами не выходят на улицу, потому что не подходит городская среда. Очень важно, чтобы через каждые 200-300 метров на всех улицах города, не только в скверах, но и на улицах, были скамейки. Это знак уважения к пожилым людям. Это необходимо.
Это было 5 принципов, как сделать город удобным для людей. В принципе, я не сказал ничего нового, и те, кто читает мой блог, кто смотрит мои видео, они наверняка все это знают. Более того, если вы путешествуете, вы видите примерно такие решения в других странах. А все потому, что уже нет никакого особого пути, которым часто мы пытаемся идти. Да, у нас почему-то неправильный путь называется особым. На самом деле все давно уже пройдено, изучено, найдены выходы из разных ситуаций, есть готовые решения проблем, с которыми наши города сталкиваются, и здесь достаточно сегодня обратиться просто к мировому опыту, привлечь экспертов, и все будет хорошо. Почему этого не происходит в наших городах? Потому что во власти часто сидят люди плохо образованные, некомпетентные, они непонятно как принимают решения, они не советуются с жителями, не советуются с экспертами, часто их решения политически мотивированные, в общем, они занимаются там чем угодно, только не тем, чтобы сделать комфортный, там, удобный город. Это, с одной стороны, проблема, с другой стороны, сами жители, они считают, что можно не принимать активного участия, что можно, например, не участвовать в выборах, не участвовать в муниципальных выборах, не поддерживать городских активистов, и что произойдет какое-то чудо, прилетит волшебник и подарит городу классную городскую среду, хорошее общественное пространство, парки, дворы, и все будет хорошо. Так не бывает, поэтому только вы, друзья, только вы можете повлиять на ситуацию, если начнете активно участвовать в жизни города, в том числе участвовать в выборах. Поэтому под этим роликом есть много-много ссылочек. Это ссылки на наши сайты, в том числе на сайт городских проектов, где собраны все проекты, которые мы представили. Вы можете их внимательно изучить. Если вы считаете, что тема вам близка, что вы разделяете наши принципы работы с городом, вы не безразличны в судьбе Петербурга, вы можете баллотироваться в муниципальные депутаты. Если вы не хотите это делать сами, вы можете поддерживать людей, кто этим занимается. Поэтому добавляйте сайт закладочки, следите за тем, просто что происходит, там будут появляться новости. На этом все. Проходите по ссылочкам, не забудьте расшарить этот ролик, покажите его друзьям, кто живет в Петербурге, ставьте лайк, чтобы как можно больше людей увидела и, может быть, задумалась о том, что город может и должен быть другим, особенно Петербург. Потому что, еще раз, Петербург обладает огромным потенциалом к развитию. Это очень крутой, красивый город, и есть над чем работать, чем мы и будем заниматься. Всем пока!